Ребята, всем привет! Сегодня готовим вот такого сазанчика замечательного, которого я поймал на рыбалке. Вы все ее видели. Будем готовить его на мангале в майонезе. Этот рецепт мне показали лет 15 назад, даже больше. Местные пацаны. До этого я не видел, чтобы так кто-то готовил. Наверняка этот рецепт известен кому-то, но на всякий случай я решил заснять этот ролик, чтобы, если кто не знает, воспользовался. Получается очень вкусно. И вот приступим. Имеем мы такого сазанчика. Сначала надо посолить его немножечко. Немного соли. Причем с обоих сторон. Развалил я его по хребту. Добавили соли, и сейчас надо его целиком обмазать майонезом. С этой стороны и с той. Обмазываем с этой. Обильно переворачиваем. И также с этой стороны. И вот такой, ребята, красавец у нас получается. Весь в майонезе. Абсолютно все мы промазали. Сазанчик свежепойманный. Сегодня я его поймал. Вот. Обмазали майонезом. И надо ему полежать где-то минут 10. Сазанчик маринуется, угли доходят. Сейчас скоро будем жарить. Ну вот, ребят, прошло 10 минут. Сейчас мы будем его укладывать на решеточку. Для этого мы откроем решеточку. Берем нашего сазана. И вот таким макаром мы его ложим. Вот мы его положили, а теперь надо добавить помидорки. На эту сторону помидорки. Сейчас переворачиваем. Вот так мы его перевернули. И на другую сторону. Но эту помидорку я съем. Закрываем. И все. Несем на наш мангал.
Ну вот, ребят, сазанчик готовится. Готовить надо не спеша его. Температура хорошая. Хвост скоро отгорит. Не поверите, уже слюнки текут. Видите, как шкварчит. Шкварчит сазанчик. Уже такой приятный запах. Хвост он отгорает. Самое главное, чтобы хребет пропекся. Тут более толстая часть рыбы. Можно было, конечно, вырезать хребет, но я хочу сделать тут более сухое мясо, более прожаристое. Ну а тут просто до готовности. О, с этой стороны прям весь зашкварчал. Помидорки надо резать более тонко, потому что вот в этих местах, где лежат помидорки, хуже пропекается. И желательно их ложить в самые тонкие места. Тогда рыба будет готовиться равномерно. Готовность рыбы проверяется так, меня тут так учили. Берешь щепку и тупым концом, там где толстое место. Если щепка проходит легко, то значит мясо уже готово. Она практически нигде не задерживается. Я люблю просто рыбу чуть-чуть по суше. Сейчас я ее чуть-чуть подсушу. Надо буквально еще 2-3 минутки. И все, и снимать ее. Все, она абсолютно везде готова по всей площади. Какая вкуснотища. Все, переворачиваю и иду за инструментом. Так, ну все, ребята, сейчас мы его будем перекладывать. Он уже готов. О, помидорки поджарились. Сейчас мы его оторвем от решеточки, чтобы нам было проще его перекладывать. Сначала вот эта часть. Вот какой красавец. Все, он у нас уже готов. Эх, там помидорки вот эти остались, но их потом мы соскребем. Как вкусно, ребята. И сейчас вторая часть. Нам надо, чтобы вот это все отошло без проблем. Все, убираем на поднос. Ну все, ребята, вот такая красота у нас получается. Давайте пробуем его готовность.
Смотрите, как от ребер отходит. Теперь хребет. Так вот, мяско. Кусочек помидорки небольшой. Вкуснотища. Вот так выглядит мясо. Прям можно вот так. Можно снимать с ребер и есть. Никаких костей, ничего тут нет. Понятно, что в хребте есть какие-то мелкие кости. Ну вот поглядите. Вы что-нибудь тут видите? Ну все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Вот такой сазанчик получается на мангале в майонезе. Очень вкусно. Мне очень нравится. Всем удачи и всем пока-пока.